Последние пару недель прошли у нас, как говорится, под грифом Throne and Liberty и сомнений относительно того, сможет, что называется, глобальная версия этой MMORPG или не сможет. Что ж, конечно, многое еще покажет время и то, насколько серьезно разработчики и издатель намерены поддерживать проект на плаву. Однако некоторый предварительный финальный вердикт вынести все же можно. Чем мы с вами сегодня и займемся под хайлайт из прошедшего в понедельник стрима. Кстати, приходите, постоянно стримлю по понедельникам. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках, в ВК и на Рутуб. Все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм. Если вы хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре MMORPG с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу, как говорится, к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Throne and Liberty, дамы и господа. Глобальный релиз состоялся. Уже в это могут поиграть все. И хотелось бы, знаете, как бы некоторыми впечатлениями, что ли, поделиться и сделать какое-то финальное такое заключение относительно глобальной версии. То бишь, что конкретно из себя представляет глобальная версия, как это было, и как это есть, и что из этого будет. И случилось ли, что самое немаловажное. Сразу хотелось бы сказать про приятные моменты. Непосредственно старт. На удивление, Throne and Liberty, глобальная версия, вот лично у меня, фактически, можно сказать, без сучка и задоринки. Я удивлен тем, что Amazon, ну там были моменты с лажами, и это просто мне, вероятнее всего, так повезло, люди страдали, но не в таких масштабах все равно, как мы ожидали. Мы ожидали, я в том числе ожидал, что Throne and Liberty, а точнее в глобальную версию Throne and Liberty можно будет поиграть где-нибудь через недельку-другую. Нет. Она вполне себе играбельна прямо сейчас, и фактически стала играбельной, ну, где-то, я не знаю, дня через 3 уже можно было спокойно в это играть. Следующий приятный момент, который меня, безусловно, радует, это графическая составляющая. Удивительно, каких результатов можно добиться на, казалось бы, позапрошлогоднем Unreal Engine 4. Не на Unreal Engine 5, а на 4-м Unreal, я напоминаю, делали Throne and Liberty, и это действительно вообще просто качественно произведенная работа. У игры есть свой, скажем так, свой вайб, так называемый, да, то есть своя атмосфера, она в себя погружает, выглядит она местами просто сногсшибательно, то есть, я реально кайфую в ней, вот графически кайфую. Нечто подобное со мной было в New World, когда New World только вот стартовала, я приходил туда просто потому, что мне нравилась эта картинка. То же самое я могу наблюдать в Throne and Liberty. То есть, раньше для нас как? То есть, вот была Black Desert, потом появился New World, so-so, и сейчас вот есть Throne and Liberty. При этом не нужно напоминать, я думаю, что есть некоторые игры, которые перевели вот, плюс-минус относительно недавно на 5-й Unreal, и они продолжают выглядеть все еще хуже, чем Throne and Liberty на Unreal 4. Так что, с точки зрения визуала, Throne and Liberty просто мое почтение. Следующий приятный момент, он связан непосредственно с разработчиками Throne and Liberty. Дело в том, что, как вы, наверное, помните, на первом корейском ЗБТ Throne and Liberty представляла из себя совершенно печальную картину. Это должна была быть кроссплатформенная MMORPG со всеми вытекающими последствиями. Но, собственно, благодаря давлению комьюнити, а туда пришли в том числе и западные игроки, западные блогеры, случилось так, что NCSoft решила переделать игру. И я считаю, что на текущем этапе она с этой задачей, если не на 5 твердых, не на твердую пятерочку, то на 4 с плюсиком справилась. Действительно, вот нынешняя Throne and Liberty, когда она доросла до глобала, все это время как бы корейцы и наши игроки, которые пошли на Корею, занимались для нас тестированием. Вот теперь это совершенно другая игра. Теперь это совершенно другая игра, в которую, на мой взгляд, по многим причинам приятно играть. То есть здесь мы как бы отдадим должное. Они действительно послушали комьюнити и сделали работу над ошибками, качественную работу над ошибками. Следующий немаловажный аспект, который лично мне нравится, не знаю, как вам, можете написать об этом в комментариях. Я безмерно, скажем так, уважаю разработчиков и эту игру за то, что в ней тесно переплетены PvP и PvE контент. Внезапно. Мне кажется, что именно так и должно быть в MMORPG. То есть тебе для того, чтобы заниматься PvP, необходимо какой-то промежуток времени позаниматься PvE. В дальнейшем, уже, я так полагаю, в обозримом будущем, разработчики хотят ввести разделение на PvE и PvP шмот, и мне кажется, что вот это как бы, конечно же, может убить, собственно, вот то, что мне нравится сейчас в игре. Но
на текущем этапе, мне кажется, что вот это прям наилучшее решение. Ты хочешь в ПВП? Окей, сходи в ПВЕ. Оно не такое прям там какое-то супер хардкорное. То есть тебе просто там походить в те же самые данжики придется, и все, и замечательно. Ну, какие-то там, может быть, там есть еще ПВЕ-ивентики, есть там, допустим, ПВЕ-боссы. То есть вот это вот все тебе все равно придется захватить. И это хорошо, потому что это раскрывает перед тобой MMORPG полностью. Ну, положительный момент еще, наверное, контент. Контента, как по мне, опять же, на текущем этапе хватает. И понятно, что вот сейчас вот в глобальной версии этот контент представлен не весь. Уже на Корее есть 55 уровень, уже есть новая пребольшая локация. Все это в самое ближайшее время появится и в глобальной версии. При этом они добавят еще и какой-то конкретный PvP-локацию, где можно будет заниматься PvP. Ну, фактически это как бы считается 24/7, но все-таки это не 24/7 будет. То есть технически это 24/7, но все-таки там есть некоторые ограничения. Меня это не устраивает, но об этом мы поговорим позднее. Короче, контента здесь хватает, и этого контента будет становиться со временем только больше. Ну, если разработчики, конечно же, продолжат поддерживать игру. Но пока справедливости ради все говорит о том, что они собираются ее поддерживать. Неприятные моменты, без них не обошлось, конечно же. Ну, во-первых, не у всех получилось прям гладенько зайти в игру и начать получать удовольствие. Не обошло. Но так, опять же, справедливости ради, происходит с любым стартом любой MMORPG, так что это все в рамках погрешности. Я тут даже придираться не буду. Вот, во-вторых, и тут я придерусь, конкретно версия от Amazon Games, в ней не были реализованы некоторые моменты. И я сейчас не говорю про какие-то вещи, которых просто тупо в игре быть не должно. Нет, вот частный пример, это как бы редактор персонажей. А точнее, невозможность предсоздать персонажа, потому что, кстати, я проверял, вот этот вот персонаж, он сохраняется, которого вы создаете, но потом загрузить его не получалось. Может быть, на текущем этапе, когда вы это смотрите, уже это все давным-давно пофиксили. Может быть. Но как бы на старте это точно не работало. Точно так же, как и с вашей внешности, да, сделать персонажа тоже было невозможно. И, ну, это на самом деле непонятно почему не работало, потому что я вот создавал персонажа, шел в корейскую версию, заходил, и вот эти вот как бы сейвы мои, они были видны. Ну, то есть, типа, я мог, по идее, даже изначально просто сразу в корейской версии создать себе персонажа, потом загрузить ее в глобальные версии и не тратить время во время захода в игру, ну, потому что там как бы все-таки происходит скип, все, я в игре. Создался какой-то странный персонаж, потом его нужно переделывать. Все это все равно бабки. Ну, короче, вот этот момент не работал. И я уверен, многие другие моменты тоже не работали, просто как бы конкретно мне попался вот этот момент и запомнился. Еще неприятный момент, но это не касается глобальной версии, это в принципе претензия к Throne and Liberty. Понимаете, мне не очень нравится контент, который завязан на расписании. Все-таки мы приходим в MMORPG за фаном. Он может быть разный, этот фан. Можно типа там адреналинчика где-то хапнуть. И как бы, ну, мы просто называем это одним словом фан. И вот на самом деле, когда ты приходишь в игру как на работу, в этом мало фана. Я понимаю, что типа, ну, Мадлер, а как по-другому тогда это можно было бы реализовать? Да, как хорошо, что это не должно меня волновать вообще. То есть просто мне, как игроку, такой подход не нравится. И сюрприз, я знаю, есть и другие подходы. Вот еще один момент, важный тоже, на мой взгляд, типа, который можно отнести к, в принципе, каким-то нереализованным вещам, или вещам, или забагованным вещам. То есть там у кого-то пропадают персонажи, разработчики уже сообщали, что там они, типа, пытаются все это дело пофиксить. Когда-нибудь это все пофиксится, тоже это не очень приятно. И в целом, можно сказать, что у игры есть проблемы с вот этой самой забагованностью. И эти проблемы, они ее преследуют еще скорее. Допустим, есть нюансы, которые связаны с перемещением персонажа, да, то есть, когда ты в каких-то складках местности там оказываешься, или в горах ты там начинаешь что-то прыгать, твой персонаж ведет себя там просто как какой-то умалишенный, то есть, фактически им управлять очень сложно. Проваливается под текстуры, тоже там с полетами есть траблы, короче, вот эта вот общая забагованность продукта, она тоже прослеживается, и это тоже, конечно же, неприятно. Идем далее. Ну, на мой взгляд, просто отвратительнейшее, я, наверное, ну, можно назвать это как-то рейдовая система, да, вернее, ее отсутствие. Просто то, что, я понимаю, что можно взять осады, да, вот там работы какие-то над осадами проводились, я просто не могу сейчас говорить про осады, потому что в актуальной версии осад я не играл. У осад были проблемы, это не касалось оптимизации, но вот конкретно эта рейдовая система, ее как будто бы просто нет в игре. То есть кооперативная, там, где вы пачкой, да, заходите, у вас констпати, вы пришли и что-то там делаете. И есть все остальные. И по-другому, иначе как, я не знаю,
пожар в борделе, то, что происходит на мировом боссе, на мировых боссах, вот именно PvP вот эти вот ивенты, не назовешь. То есть это какая-то мешанина, смешались в кучу кони люди, хрен пойми, что вообще происходит. И это тоже отвратительно. К этому, безусловно, можно привыкнуть, но, на мой взгляд, так быть не должно. То есть это тупо неудобно. Там убиваешь своих, то есть вообще непонятно, кто на тебя нападает, игроки то есть, то нет, как бы очень и очень сложно во всем этом ориентироваться. Безотносительно даже какой-то технической составляющей. Просто как бы базы под это все как будто бы не предусмотрено. Ну и, наверное, я все-таки сюда бы включил и боевую систему. Правда, они очень сильно старались ее переделать, и сейчас она ощущается гораздо лучше, чем, вот эта вот статика из 2007 года, которую нам продемонстрировали на первом корейском ЗБТ. Ну, тогда-то там она и вообще сама в себя играла еще. На текущем этапе это играбельно, но это все еще, на мой взгляд, не боевка MMORPG 2024 года. Но вряд ли они уже что-то с ней смогут сделать. То есть, ну, она вот будет вот такой. Хорошо. Чего, на мой взгляд, не хватает Throne and Liberty? Я напоминаю, что это лично мое мнение. Свое мнение, как всегда, можно написать в комментариях. Что конкретно мне кажется, надо было бы добавить? Внезапно для себя. И я понял, что в этой игре не хватает так называемого мирняка, то есть мирного контента. Да-да. Какие-нибудь огородики, что-нибудь такое, там потихонечку оно добавляется, но все равно этого катастрофически мало в игре. А оно нужно. Там своя вот эта какая-нибудь усадьба, свой домик в деревне. Все это необходимо. Тоже, опять же, для удержания. Ты пришел, ты как бы позанимался там чем-то, пошел, короче, огородик покопал, расставил, как тебе нужно по фэншую все в своем доме. Это, ну, все достаточно сильно тоже заставляет игроков оставаться в игре. И я не понимаю, почему они этот пласт контента игнорируют. Там вроде они говорили, что они будут что-то добавлять, но это нужно добавлять срочно. Прям вчера это нужно добавлять, потому что оно как будто бы напрашивается в игру. Да, это важный момент, который я упустил. В игре действительно не хватает крафта. Нормального крафта. Как бы крафт в игре есть, но как будто бы для того, чтобы заниматься крафтом в игре, необходимо уметь только одно — гриндить. А хотелось бы, ну, опять же, по меркам развития вот этого мирняка, да, чтобы для того, чтобы заниматься крафтом, необходимо было что-то больше. Но мы просто привыкли, да, к тому, что это должен быть какой-то определенный пласт контента, который сразу нужно постичь, а потом уже крафтить. И вот этого всего в Throne and Liberty нет. И вот этого тоже не хватает. Следующий момент. Понимаете, дело в том, что многие воспринимают Throne and Liberty как такую Lineage 3. Ну, в общем-то, с натяжкой можно сказать, что если бы они делали Lineage 3, то у этой игры все было бы нормально. Потому что, ну, это же была бы линейка, а так это TL, хер пойми вообще, кому она нужна. Но, ну, типа как новый тайтл имеется в виду. Тем не менее, если мы воспринимаем это как некий аналог линейки, продолжение линейки, хоть она таковым и не является, очень мало по-настоящему хорошего, качественно организованного Open World PvP. Я имею в виду даже, наверное, скорее всего, Small Scale PvP, то есть PvP в малых группах. Оно тут есть, безусловно. Но опять же, вот это вот гребаное расписание, когда, короче, как известно, там газ с Венеры отразится от Луны, вот когда-то тогда нужно прийти и что-то произойдет. Вот этого не нужно. Нужно, чтобы было 24/7 доступное PvP. Любое PvP. Ну, понятно, что как бы массовое PvP это вообще в принципе какой-то ивент, да, то есть это как бы глобальное мероприятие. Тут все ясно. Но вот small scale PvP, то чтобы можно было бы пачками где-то поместиться, это просто обязано быть в игре на постоянной основе. И вот они сейчас добавлять собираются новую PvP-зону. Эта PvP-зона якобы будет доступна 24/7, но только 5 часов в неделю. И сюда засунули это гребаное ограничение. Там как будто бы будет какой-то итем, который позволяет увеличивать время нахождения, но тем не менее это какие-то опять специальные, нужно предпринимать действия для того, чтобы заняться банальными вещами, которые должны быть доступны изначально. Поэтому PvP в игре, на мой взгляд, мало. В том числе и особенно small scale PvP. Можно сделать не одну PvP-зону. Ну и, наверное, самое главное. Самое главное, чего не хватает Throne and Liberty. Вы, наверное, уже догадались, что? Правильно, это серваков для нашего региона. Ну, вернее, не только для нашего региона, но для тех регионов, пока вообще никак не представлено там Throne and Liberty. Вот это необходимо сделать вообще в первую очередь. Я сейчас объясню почему. Что мы тут с вами можем наблюдать? Это онлайн, в общем-то, глобальные версии Трон и Свобода 336 300 тысяч человек. Я ставил, короче, на то, что будет 300. Можете, в общем-то, шутить по этому поводу. 139 тысяч прямо сейчас, ну, то есть больше, чем в 2 раза, как бы он падает. 330
300, 36 300 это было с учетом выходных. Много это или мало? Это как бы нормально, с одной стороны. Это нормально, это достаточно для того, чтобы поддерживать интерес к игре. Ну, видно, что есть там народ. Но мы можем вспомнить New World, где онлайн был 913 тысяч, если мне не изменяет память, в пике. И можем вспомнить даже корейскую Lost Ark, но которая больше похожа на западные MMORPG, чем сами западные MMORPG, где онлайн там был лям 300, что-то около этого. На этом фоне 300 тысяч смотрится как-то не очень сильно впечатляюще, правда? И это безусловно, с учетом того, что этот онлайн будет неизбежно падать. Понимаете, дело в том, что мне нравится Throne and Liberty. Мне реально нравится Throne and Liberty. Я считаю, что это, пожалуй, лучшее сейчас PvP-направленное MMORPG. Да, вот с этими всеми вопросами, которые я считаю, что их можно и нужно решить, и скорее решаться они, чем не решаться. Тем не менее, мне нравится Throne and Liberty, но вот что получается, когда ты как будто бы делаешь игру для всех, ну, соответственно, ты, получается, не делаешь ее ни для кого. Потому что, ну, вот у тебя есть аудитория, там, допустим, корейская, которой что-то нужно, есть аудитория западная, которой тоже что-то нужно. Есть мы, которым нужно наполовинку то, наполовинку это. Ну, грубо говоря и условно, да? И вот с целевой аудиторией разработчики Throne and Liberty по какой-то странной причине совершенно не разобрались. Как они собирались сделать глобальную версию, прям они хотели, чтобы эта глобальная версия была на весь мир и чтобы все были довольны. Я ума не приложу, кто им вообще ввел в уши, что такое возможно. Ну, то есть, да, когда ты делаешь игру для всех, ты не делаешь ее ни для кого. То есть надо понимать свою целевую аудиторию. И вот здесь нашла коса на камень. Да, ее долго переделывали, там, потом это вот кроссплатформенная херня, которая тоже никому не нужна, потом еще долго переделывали. На Корее там игроки выступали в качестве тестеров, на самом деле, зря это обозвали релизом. И вот в конечном итоге выкатили вот это. Для кого эта игра? Хороший вопрос. Для корейцев она, ну, если мы будем просто как бы условно, да, говорить, для корейцев она недостаточно донатная, для европейцев и западных игроков она чересчур донатная. Они вообще pay to win не приемлют. Кому она нужна? Нам, нашим игрокам. Это я уже неоднократно говорил, подчеркну еще раз. Именно наши игроки с удовольствием будут играть в Throne and Liberty. Но для этого им необходимы региональные серверы и, сюрприз-сюрприз, локализация. Ну и здесь вроде как есть какая-то хорошая новость, да, она заключается в том, что, собственно, NCSoft должна заниматься всем этим делом, то есть в тех регионах, где игра не представлена, ее издавать должна NCSoft. И вот в ноябре-декабре они собираются на Корее запускать очередную итерацию гипербуст серваков. Может быть. Я очень сильно надеюсь, что где-то в этом промежутке времени, когда у них уже все там уляжется, эта вот пыль с глобальной версией, они посмотрят в сторону региональных серверов Throne and Liberty. Ну потому что, честно говоря, еще раз, эта игра буквально создана для игроков из наших широт. Такое мое мнение. А так, конечно, никакого прорыва не случилось.